Мечи, новая локация дрейфующего судна, новый колосс в пучинах бездны, лавовая цитадель, открытие аморфных материалов прямо в Альбионе, удаление условий оптимизации в реакторах, баланс потомков, новые триггер-модули, мутагены, внешние компоненты и, конечно же, скины. Разбор стрима разработчиков из The First Descendant и вместе с этим обзор октябрьского обновления 1.3.6. Погнали! Полностью уже стрим разбираем, поэтому начнем с самого начала. Нас приветствует менеджер комьюнити The First Descendant на мероприятии Tokyo Game Show 2025 в Японии. Кто подписан на мой новостной телеграм-канал, уже давно знают о том, что на этом мероприятии разрабы сделали свой стенд, в котором можно пофоткаться с косплеершами и хувербайком и поиграть в демо-версию третьего сезона, которая была доступна всем еще 3 месяца назад. Но зато можно получить подарки в виде акриловых диорам и наклеек. Данная открытая выставка длилась всего 2 дня. 27 и 28 сентября. Косплеи, кстати, в этот раз стали получше. Как пример, давайте покажу прошлые косплеи, которые были на мероприятии PAX East в мае этого года. Различия налицо. Но и нельзя сказать, что это идеальные косплеи. Подождем еще полгода и посмотрим, что разрабы покажут в следующий раз. А пока мы увидим Супер Банни, Супер Луну и скин Байонеты с коллаборации. Кстати, давайте быстренько насчет нее я вам и расскажу. А то я-то знаю, что некоторые не хотят на телегу подписываться, поэтому смотрим трейлер. Этот трейлер показали еще 25 сентября, однако сразу стоит отметить, что коллаборация с Байонетой будет только в обновлении от 6 ноября. Как и в прошлый раз, я уверен, нам дадут парочку бесплатных аксессуаров и анимаций в ивентах, а за сами скины придется нехило отложить своих кровных денежек. Но зато, в отличие от прошлой коллаборации с Nier Automata, я считаю, что нам также в магазин добавят эффект телепортации, который показали в самом трейлере. Однако это не более чем предположение. Насчет скинов, которые выйдут уже в октябре, расскажу чуть позже. Можете начинать уже сейчас откладывать на них. Наконец перейдем к самому обновлению 1 октября, а именно мечи. Наконец в The First Descendant они появятся, но пока только 2, третий выйдет в ноябре. Первый меч называется Теневой Клинок, он использует зеленые патроны. Да, мечи тратят боеприпасы, что-то мне это напоминает. Ладно, плюс хотя бы в том, что если патроны закончатся, мечом можно будет пользоваться, но без комбо-атак. Хотя я думаю, мы же все равно будем подбирать патроны с монстров в ближнем бою, и по идее с ними проблем быть не должно. Итак, на видео разрабы нам показали, как всегда, фиговый билд, поэтому они даже сами сказали, что в реальности мы будем намного быстрее наносить удары благодаря модулям, ядрам и всему остальному. Они же, ядра и модули оружий, будут подходить и для мечей. Если хотите увидеть лучшие билды на мечи от меня, подписывайтесь на Boosty, потому что там они выходят намного быстрее, чем на YouTube. Кстати, если вот правой кнопкой мыши нажать, то мы сможем использовать уникальную сильную атаку меча. И еще можем ставить блок. У каждого меча будет дополнительно 2 скина. Здесь можем увидеть, что в игру также добавили красный тип скинов. И первые такие скины как раз будут у мечей. Например, у теневого клинка называется гармония и баланс. Помимо смены самого облика, красный тип скинов будет менять еще эффекты и звуки мечей, что не может не радовать. На клинке вот синие эффекты стали черными и фиолетовыми. Золотой скин можно купить только в магазине за донат, а красный появится в новом боевом пропуске. Он будет стоить 1000 калибра, что в 2 раза дороже обычного, да и весь пропуск будет длиться всего 4 недели. Как к этому относиться? Пишите в комментарии. А чтобы поднимать уровень этого пропуска, для него добавят новые задания, тоже связанные с мечами. Теперь давайте покажу вам второй меч, Deus Ex Manus. Он будет использовать уже не зеленые патроны, а фиолетовые. Меч создан для мощных атак по жирным одиночным врагам, например, по боссам в конце данжей. Обычными атаками мы будем накапливать заряд, а после уникальной способностью наносить мощный удар. Так выглядит золотой скин меча, будто рыцарский. А так
красный. Его эффекты становятся огненными. К тому же вместе с этим мечом нам добавляют новый комплект внешних компонентов Манус. Как раз комплект идеально подходит для мечей. Мечи и новые внешние компоненты фармятся на новой локации дрейфующего судна. У нее так же, как и на первой локации, будет 2 уровня сложности. На высоком уровне шанс выпадения новых предметов само собой будет выше. Наконец мы можем перемещаться на дрейфующее судно прямо с карты. Не нужно будет постоянно бегать к самому телепорту в Альбионе. Вот такую красоту нам показали. Можем увидеть, что так же как и раньше, за прохождение миссии нам будут давать ключики, только уже новые. Само собой, раз дают ключи, то должны быть и тайники с важными предметами для фарма. Скорее всего, там будут лежать детали для крафта мечей. И на новой локации, в отличие от старой, можно будет кататься на ховербайках, поскольку есть длинные участки. Вот на этих участках я заметил элементы, которые снова нужно будет активировать, чтобы увеличить время для убийства босса. Босс, конечно, тоже новый, с уникальными атаками и оружием в виде меча. После его убийства, так же как и раньше, появится ящик, который мы будем открывать, чтобы нафармить новые мечи. Еще я уверен в том, что добавят какой-нибудь сюжет, который опишет суть новой локации. Об этом разрабы не говорили, но мне кажется, так и будет. Запомните мои слова, через пару дней уже проверим их. И еще стоит сказать о том, что на протяжении всей миссии я не увидел ни одного Валгуса с желтым щитом Архи, который можно разрушить только оружием. Вместо этого все щиты были синие. Их легко можно снять обычными навыками. Как раз на старой локации дрейфующего судна самый, можно сказать, бесячий момент был с этими желтыми щитами. Теперь же на любом потомке, например на Луне, мы сможем запросто с максимальной скоростью пробегать новый данж. У кого нет билда на самого имбового потомка Луну, бегом на мой бусти. Дальше разберем новые триггер-модули. Первый — крепость снабжения. Использовать его могут только Аякс и Кайл. Когда щиты этих потомков получают урон, восстанавливается наш боеприпас, и у нашего навыка появляется дополнительный урон. Второй триггер-модуль — извержение волны. Активировать модуль можно третьим навыком Блэра. Он кардинально увеличивает урон и скорость передвижения потомка, в отличие от других триггер-модулей. И третий новый модуль — ритмичный шаг, который увеличивает скорость передвижения и щит Луны при использовании навыков. В итоге добавили достаточно интересные триггер-модули для Аякса, Кайла, Блэра и Луны. Наконец поговорим о новом колоссе, который заменит штормодержателя в пучинах бездны. Лавовая цитадель — это улучшенный вариант расплавленного столпа. Однако, если вы не успели нафармить со штормодержателя зеленые купоны ETA0, чтобы обменять их на скины, не спешите расстраиваться. Скины останутся в магазине ETA0 до ноября. А если вы смотрите ролик до 1 октября, держите билд на фарм этого штормодержателя. Можете нафармить еще 1500 зеленых купонов, чтобы после обновления, дождавшись выходных, сразу купить новые скины с лавовой цитадели. Больше билдов на каждого потомка можете найти на моем бусте. Итак, давайте подробнее разберем лавовую цитадель. У нее будет уязвимость к холоду, поэтому скорее всего Вьесы и Хелли на этом колоссе будут тащить. Если нужен ролик с билдом, пишите в комментарии. Как всегда, у нового колосса будут новые атаки и новая красивая локация. Также будет появляться так называемая огненная торнадо, из-за которого урон по колоссу будет понижен. Чтобы избавиться от торнадо, надо сломать 3 столба. Если не сделать этого, колосс нанесет огромное количество урона. Ради чего мы будем фармить цитадель? Конечно, ради новых скинов. Вот так выглядит женский. У него изначально на спине будет панцирь. Все-таки колосс-то черепаха, атрибуты должны сохраняться. Все логично. А так выглядит мужской скин. Неплохо. Как я постоянно говорю, любые скины с каждым обновлением становятся только лучше. Или мне кажется. Обсудим в комментариях. Кстати, про маленького колосса на спину тоже не забываем. Как по мне, этот один из самых миленьких. Предполагаю, что в октябре по спавну постоянно будут бегать с десяток черепашек ниндзя. О других скинах, которые появятся в обновлении, расскажу в конце ролика. Перейдем к ежемесячному балансу потомков. В этот раз основные силы были брошены на Кайла. Первый навык стал намного удобнее. При удержании кнопки Кайл перемещается дальше, чем обычно, и при использовании навыка можно снова совершить 2 прыжка. Второй навык тоже улучшили. Теперь через щит можно атаковать другими навыками. Третий навык стал давать баф, уменьшающий получаемый урон и увеличивающий скорость передвижения. Четвертый навык тоже улучшили. Теперь он активируется мгновенно. Также был изменен красный модуль Кайла. Теперь при сбрасывании бомб он зависает в воздухе. Каких потомков еще забафуют? Аякса и Банни. Аякс получит числовые бафы, а Банни теперь не будет тормозить при использовании навыков, как это было раньше. Итак, теперь давайте поговорим
поговорим о небольших, но интересных нововведениях. Пожалуй, самое главное — это открытие аморфных материалов. Отныне их теперь можно открывать только в Альбионе рядом с Анаис, и к тому же бесплатно. Старые способы открытия аморфных материалов удалены. Связано это с полным пересмотром битвы с колоссами. В следующем году разрабы пообещали нам новую механику. Колоссы должны стать интереснее и полезнее. Я думаю, это хорошее изменение. Дальше удаление условий оптимизации в реакторах. Если конкретнее, теперь каждый реактор изначально будет оптимизирован под каждое оружие. Отныне не нужно следить за тем, что ваша пушка не подходит под реактор. Особенно полезно это будет новичкам, потому что в билдах на ютубе никто не говорит о том, что надо оптимизировать реактор под оружие, поскольку это и так понятно для большинства игроков, но только для большинства. Я прекрасно понимаю, как себя чувствуют новички, поэтому и создал свой канал, чтобы вам помогать. Из-за того, что я практически ничего не получаю от ютуба и твича, я вынужден тратить время на основную работу. Когда же эта деятельность будет приносить достаточно средств, чтобы просто жить, контента станет в разы больше. Надеюсь, это произойдет как можно скорее. Каждый из вас самостоятельно может помочь мне с этим на бусти и заодно там же посмотреть все билды на потомков. Возвращаясь к реакторам, скажу вам, что за потраченные ресурсы на оптимизацию реакторов всем игрокам выдадут 3 катализатора кристаллизации. В тренировочной комнате наконец можно заспавнить валгусов легионов пробоя. К тому же количество монстров увеличилось до 50. Будет полезно для тестирования билдов. Также в ядра оружия наконец добавят увеличенную атаку по легиону пробоя, как и по другим легионам. По мне, надо было это сделать еще в самом начале 3-го сезона. Ну и в Аксионе, кроме 2 других колоссов, добавится еще палач. Они будут втроем за 10 минут до появления Синолома ходить, гулять по равнинам Аксиона. Наконец перейдем к новым скинам. Я уже показал вам бесплатные классные скины Славы Цитадели, теперь посмотрим донатные. Первый скин мужской. Одежда игрока американского футбола. Выглядит неплохо. Вместе с ним добавят красивый костюм черлидерши и соответствующую анимацию. А вот так анимация выглядит на мужских потомках. Следующие скины выйдут 16 октября. Они будут посвящены Хэллоуину. Вот такой индивидуальный костюм мумии. Причем он будет не для всех потомков доступен, а только для Глей, Хелли и Инесс. Будут друг от друга они отличаться. Это мне нравится. Классно, что скин не для всех потомков. Мне кажется, это дает персонажам некую индивидуальность. В общем, кайф. Следующий скин Суккуба. Он тоже будет доступен не всем потомкам, а только Сирене, Банни, Шарен и Нел. А мужские потомки получили костюм вот такого Франкенштейна. Вместе со скинами, конечно, появятся новые анимации, эффекты телепортации и диорамы для комнаты отдыха в стиле Хэллоуина. Вы думали, это все? Как бы не так. Разрабам нужно кушать, поэтому они показали еще скины, которые выйдут уже 23 октября. Вот первый костюм служба уборки. Он будет доступен на Сирене, Весе, Банни, Френе и Инесс. Странно только, что не показали скины байкеров и медсестер, о которых я рассказывал в своем прошлом ролике обо всем 3-м сезоне вплоть до конца 2025 года. Можете его глянуть. Думаю, как раз оставшиеся потомки будут носить их. Например, Валби. Но на том старом стриме разрабы говорили и показывали только скины для Хелли, Луны и Шаран. В общем, ни один потомок, я уверен, не останется обделен. Перед покупкой любых скинов, если вы хотите, чтобы я продолжал давать вам полезный контент, я прошу вас использовать мой код автора. Для этого достаточно просто перейти по ссылке в описании, зайти в свой аккаунт The First Descendant и нажать кнопку «Поддержать». К тому же эта тема сбрасывается каждые 2 месяца, так что перепроверьте, что вы используете мой код автора. Я буду благодаря этому крайне замотивирован создавать больше полезного контента. Дальше расскажу вам о новых ивентах. Первый — исследование нового сектора. Продлится ивент до 6 ноября, когда выйдет 2-й эпизод 3-го сезона. Что в нем будет, рассказал в ранее упомянутом ролике про весь 3-й сезон. Ивент же подарит нам различные полезные материалы и компоненты мечей. Надо всего лишь будет находиться в игре 1 час каждый день и пробегать новые локации, то есть дрейфующее судно и лавовую цитадель. Второй ивент — фестиваль урожая в Альбионе. Тут просто ежедневный вход, за который буду давать полезные предметы для фарма, различные анимации и кастомизацию. К тому же здесь нам дадут жетоны мечты, которые можно будет потратить в следующем ивенте — магазине мечты. Этот ивент начнется 16 октября вместе с добавлением скинов суккубов. Вместе с этим Альбион преобразится под праздник Хэллоуина. За выполнение заданий нам будут давать множество жетонов, которые опять же можно потратить в магазине. Там будут продаваться полезные предметы для фарма и различная кастомизация. Я рекомендую не пропускать ни одного задания
задания, поскольку скорее всего снова можно будет выкупить весь магазин, как и в прошлых ивентах. Рекомендую следить за всеми подобными полезными вещами у меня в Телеграме, если не хотите ничего пропустить. А еще заходите ко мне на Twitch, где мы фармим новых потомков оружия и тестируем билды. Не забывайте про Бусти, куда я выкладываю все билды на каждого потомка. Благодаря подписчикам на Бусти у меня получается больше тратить времени на контент, стримы и создание билдов. Также используйте мой код автора и узнавайте обо всех новостях The First Descendant самыми первыми в моем телеграм-канале. Не забывайте про лайк и подписку для продвижения ролика, поскольку YouTube заблокирован, надо как-то поделиться с другими полезной информацией, чтобы не дать игре загнуться. И скажите, ролик-то с билдом на мечи снимать вам? Пишите в комментарии. На этом все. Спасибо за просмотр. Не прощаюсь.